Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот черный ящик, черный чемодан с такими синими защелками. Друзья, ящик довольно крепкий, сделан качественно и отлично. Вот так вот это все дело выглядит. Защелки тоже держат шикарно. Даже можно приподнять чемодан. И на обзоре у нас сегодня, друзья, очередной гайковерт а-ля Impact от фирмы Камоле. Вот такой вот, друзья, малыш. Смотрите мою ладошку. Вообще маленькая вещь, очень легкий, классный малыш. Будет хорошим помощником где-то, опять же, в ремонте легковых автомобилей. Ну и поскольку это Impact, им можно, соответственно, будет загонять как саморезы, так разного рода, я думаю, и разной длины глухари. Так, в комплекте, как мы видим, инструкция. Инструкция немножко надорвана, но инструкция у нас, как всегда, в Камоле и в другом каком-либо китайском инструменте универсальная. То есть нам эта инструкция ни о чем, друзья, не скажет. И ее мы удаляем. Итак, в комплекте к нам приехало два аккумулятора по 5 ампер-часов. Вот мы все с вами видим. Друзья, кому интересно такой тест на коленке этих аккумуляторов, ищите на моем канале. Я делал тест, и в этих аккумуляторах, ну, я выборочно взял один аккумулятор, больше не тестировал, вот, и слил с этого аккумулятора всего лишь там 2000, по-моему, 700 мАч. На видео вы там на том увидите 2560, так как заряжен он был зарядным устройством iMax. А второй тест я сделал для себя, зарядил оригинальной зарядкой, ну и слил 2, там 700, по-моему. Помимо аккумуляторов, конечно же, зарядное устройство, прямо в розетку, 21 вольт, 1 ампер. Есть у нас, друзья, такой вот большой, я бы сказал, большеватый наборчик головок. Головки, друзья, конечно же, хром-ванадиевые. Так, давайте размерность. Вот такая средненькая головка на 22, то есть не короткая и не длинная. Потом у нас идет головка удлиненная на 21, головка идет на 17, на, друзья, 19 и головка на 14. Также имеется один комплектик, то есть фиксатора с резинкой. Для чего-то нужно? Нужно для того, чтобы нашу головку зафиксировать, соответственно, на квадрате нашего гайковерта. Таким вот делом это все фиксируется, видите. В квадрате у нас есть отверстие, куда вставляется данный штифт. И чтобы штифт у нас не выпал, все это дело поверху фиксируется резиночкой. Вот так вот, друзья, у нас это все дело и выглядит. Еще у нас есть такая скоба. Вот так вот устанавливаем либо на эту сторону, либо, друзья, на эту сторону. Кому как удобнее. То есть для чего скоба нужна? В процессе работы где-то на высоте мы можем всегда повесить куда-либо на лестницу, либо на ремень. Данный Impact а-ля шуруповерт. Ой, да, а-ля шуруповерт, а-ля гайковерт. Смотрите, я дам ссылочку на данный импактик, или гайковерт, или шуруповерт, конечно же, в описании к видео. Имейте в виду, что они идут у Камоле 3 видов. То есть идет импакт импактом, то есть с быстросъемным таким механизмом. Потом идет просто суцельный квадрат. И третий вариант, это вот как у меня, то есть квадрат плюс внутри шестигранник. Внешний вид, в принципе, как всегда, супер, но в данном инструменте у меня обнаружились косячки по сборке. То есть здесь есть облой и нестыковочка. И в данном месте есть облой и нестыковочка. На работу никаким образом, конечно, это не повлияет, но есть, и я обязан это сказать. Приступаем к включению. Аккумуляторы а-ля Makita, то есть как всегда и везде, все стандартно. Включаем. Есть у нас, друзья, реверсный переключатель, правые и левые обороты, тоже как всегда. Есть у нас, конечно же, фонарик. Опять же, не могу не показать, так как он здесь есть. Посмотрим на скорости. Так, у нас имеется только две скорости. Это у нас индикатор заряда батарейки, здесь у нас скорости. То есть у нас сейчас включена вторая, она обозначается двумя палочками. А первая. И вот первая у нас единичка, просто одна палочка горит. Включаем реверс. На реверсе мы имеем скорость с механизмом останова. И если мы переключим, то
имеем постоянную, друзья, скорость. Теперь у меня в планах есть тестануть обороты. Как мы помним, они заявлены 2800. Вот мы с вами и проверим. Хотел я головку для испытания наших оборотов. И хочу, друзья, вам показать, как же нужно измерять правильно обороты. Наша головка, обратите внимание, вся побита при транспортировке. Есть и целые, но там тоже есть такие микротрещинки, типа, ну, микроудары, то есть сколы краски. Под краской наша головка получается блестящая. Вот. И прежде чем мерять обороты с нашей отражайкой, вот с этой штуковиной, мы должны с вами убедиться, что на голой головке у нас будет 0 оборотов. Итак, берем наш тахометр лазерный и врубаем нашу скорость и пытаемся померить. — 6250, считай, оборотов ни на чем. На просто пустой головке. Вот, друзья, поэтому всегда измеряйте обороты правильно. Так, для этого, друзья, я принес головку, которую не так давно прикупил, хром-молибден. Головка на 17, видите, такая вот серая. Отличается от покрашенной следующим образом. И вот данная головка у нас ничего никуда не отражает. Надеваем головку. Все те же. Все там же. И поехали. То есть вы сами видели, специально я пальцем сюда тыркал, чтобы вы увидели, что я кнопку нажимаю, а не нажимаю. Вот, все у нас работает отлично. Ничего не показывает. Ну, а теперь измеряем обороты и смотрим, сколько у нас есть в реалии. Поехали! Ну, будем считать 2350. Это, друзья, при заявленных 2800. То есть и здесь нас немножко обманули. Давайте еще разок. Как мы видим, все то же самое. Так, ну и уж раз мы меряем скорости, давайте измерим скорость на первой скорости. Поехали. Грубо 1700 при заявленных скольки. Так, плоховато вижу. По-моему, заявлено 1800. Да, 1800. Здесь близко к правде, а максимальные обороты у нас немножко не вытягивает. А раз обороты не вытягивает, у нас, соответственно, не будет вытягивать и крутящий момент. Но пойдем что-нибудь потестируем, померяем. Так, все, друзья, померили, измерили. Теперь я вам покажу вес данного товара. Давайте с аккумулятором. Надеюсь, видно. Устанавливаем. Аккумулятор, ну и плюс головка, пускай уже будет. 1776 грамм. И давайте с одной головкой без аккумулятора. 1272 грамма. То есть килограммчик в руках. Если снять головку, то будет, друзья, и того меньше. Вот, 1087 грамм. Теперь давайте, кому интересно, сравним хром-молибден головку. 185 грамм. И сравним головку на 17. Вот она, друзья. Давайте продемонстрирую. Две головки на 17. Еще раз показываю. 185 грамм. И показываю эту 123 грамма. Вот что значит хром-молибден и вес. Всегда старайтесь крутить такие вещи хром-молибденом. Ну, а раз нет, пойдут, как говорится, и простые. Все, народ, взвесил, показал, рассказал. Приступаем к разборке. Значит, друзья, начинаем разбирать, я так понимаю, с этой вот резинки. Вот так она снимается. То есть здесь все просто у нас. Здесь зацеп и здесь зацеп. В резинке в нашей то же самое. А вот с этой проблемой я не знаю, как и что сделать. Ну, попытаюсь, по крайней мере, разобрать и показать вам. Если получится снять эту пластмасску вот прозрачную, то обязательно расскажу вам, как я ее снял. Друзья, с этой пластмасской оказалось все досконально просто. Ее держат только вот эти вот зацепы на вот данном вот ободке. Здесь такая маленькая проточка. И эти зацепчики здесь
держит. То есть оно у нас, представляем, закрыто. И я просто подцепил отверточкой вот таким образом и отщелкнул эту сторону, ну и соответственно отщелкнул обратную сторону. И все у нас снялось. Все осталось целенькое и невредимое. Народ, хочу вас предупредить. Значит, винты, вот эти саморезы, которые держат колокол, у нас опять же имеют какой-то дюймовый размер. То есть здесь явный шестигранник. Не один стандартный шестигранник из вот данных размеров, как и в прошлый раз, у меня не подошел. Значит, чем я откручивал? Подошла у меня только, друзья, звездочка Т-15. Вот такая вот звездочка. Поэтому имейте, друзья, это в виду. Так, все, раскрутил и снимаем колокол. Ну, тут напаковали. Напаковали, мама не горюй. Так, редуктор мы видим у нас однорядный. Совершенно такой небольшой. Вынимаем наш этот кувалдометр. Сразу видим у нас запрессованная стальная втулка. Такая добротная, мощная. Запрессована в упор в алюминиевый вот этот вот корпус. Смазка там тоже есть. На молотках, друзья, ее много не кладите, так как это будет демпфировать удар и смягчать. Ну и вот такой вот у нас редуктор. Взвесим вот эту часть. Боек сам этот, молоток. 349, друзья, грамм. Так, и у нас ответочка здесь выглядит следующим образом. Вот, без этой части он совершенно стал невесомый. Давайте тоже промеряем, кому интересно. 599 грамм. Совершенно невесомый, пустой, можно сказать, корпус. Ну, там, в принципе, что у нас есть? Один двигатель, да и вот это вот кольцо зубчатое. Раскрутила весь корпус. Корпус у нас скручен винтиками, как обычно. Это Torx 10. Итак, разбираем корпус наш. Аккуратно, осторожно. Все. Смотрим первым делом на пластик. Смотрите, какое количество разного рода перегородочек, робер жесткости, усилителей и тому подобное. То есть выполнен качественно. Корпус довольно-таки жесткий. Инструментальный. Никаких претензий к корпусу, друзья, я лично не имею. Ну и вот у нас такая вот, друзья, внутряночка. Все как обычно. Площадочка под аккумулятор. Сам контроллер. Ничем, в принципе, не отличается, наверное, и от контроллера, который стоял у нас в гламурном гайковерте. Кнопочка управления включением и управлением оборотов. Ну и вот такой вот, друзья, движок. Давайте его достанем, попробуем. Вытянем вал. Ух ты, ты смотри, как жестко сидит подшипник. Да, друзья, извините, я доставать уже не буду, применять силу. Вот, покажу немножко поближе. То есть, по ходу, точно такой же движок у нас стоял в гламурном этом вот гайковерте, друзья. Который был заявлен у нас на сколько? На 1200 ньютон. Ну, сами понимаете, это все, конечно, завышено. Но в реалии он где-то ньютон 500-450, я думаю, выжимал. Вот. Судя по тому, что здесь внутрянка практически такая же, как и в гламурном гайковерте, но заявлено всего лишь по характеристикам 588 ньютон, а по фотографии 520, поэтому я смею предположить, что это где-то будет примерно на одном уровне с этим вот гламурным гайковертом. Ну, немножко чего-нибудь покрутим, потестим, посмотрим. Все, друзья, собираю и пойдем в гараж, что-нибудь там крутанем. Итак, народ, у нас уже сумрак. Но вот пока совсем не стемнело, хотя на камеру, как вы видите, как днем. Камера работает. Итак, загоним в мою любимую березовую колодку мой любимый глухарь. Почти 21 сантиметр. Посмотрим, что из этого получится. Наш агрегатик. Ударная головка на 17. Ну что, поехали. Так, сразу со второй скорости будем пробовать. Вторая. Первая. И опять вторая. Ну что, погнали, попробуем. Так, не в центр.
посмотрю, сколько осталось. Как раз на головку. Все, друзья, конец, почти конец. Пару миллиметров. Нет, все, сейчас я загнал полностью по шляпку. Как вы видите, не быстро, но он без проблем, без всяких срывов, обрывов отлично справился. Значит, теперь выкручиваем, смотрим, как он пойдет на выкручивание. На постоянной скорости. Ну, с выкручиванием вообще, друзья, никаких проблем не оказалось. Так, идем в гараж и протестируем этот наш ключик. Видите, как светодиод работает, как я говорю, уже сумерки. Итак, протестируем наш ключик на зажатии в 300 ньютон. Итак, друзья, в эксперименте участвует наш гайковерт Камоля 285. Динамометрический, друзья, ключ на 300 ньютон. На заворот 300 и на отворот 300. Подписчики просили, или кто-то из зрителей, когда ты уже, говорит, купишь себе головку на 1/2 на 32. Вот купил головку на 1/2 на 32 хроммолибден, ударная головка. Ну и будем использовать мою же ступичную шпильку с грузовика с гаечкой. Вот, то есть будем сжать 300 ньютон и пробовать открутить. Друзья, вот наша вся конструкция поближе. Снимаю один, помочь некому, поэтому будем смотреть вот с этого как-то ракурса. Надеюсь, все будет видно. Ну что, жму 300 ньютон. Друзья, 300 ньютон это примерно края заклепок. Вот эти заклепочки. Поэтому смотрите сами, наблюдайте сами. Поехали! Конец, уже до упора даже стрелка дошла. Еще разок, контрольный. До упора еще, видите, чуть-чуть щелкнуло. Давайте третий раз посмотрим. О, все, 300. Надеюсь, было видно. Итак, смотрим, как же открутит наш малыш. Так, наверное, я изменю немножко. Поставлю камеру другим ракурсом. Надеюсь, так будет видно, чтобы было без монтажей, шиномонтажей. Итак, на откручивание погнали. Все очень легко, друзья, как с куста. Значит, друзья, многие говорят, что ты там закрутил свежую гайку на свежий болт. Друзья, все эти расчеты в ньютонах и берутся. Свежая гайка на свежий болт. Так как во всех остальных случаях, допустим, мы зажимаем, будь то колесо, будь то другая какая-то гайка в другой технике, мы зажимаем, допустим, 300 ньютон и оставляем ее так. Будь то колесо, катаемся там сезон, да, будь то какая-то техника, катаемся до тех пор, пока нам ее не надо будет открутить и что-то там отремонтировать. Так вот, все остальное дело делает у нас что? Коррозия, друзья. Скоррозировал болт с гайкой, соответственно, на откручивание у нас уже никак не 300 ньютон будет намного больше. А все значения расчетные берутся только на свежий болт и на свежую гайку. Никто не учитывает состояние коррозии болта. Вы, я надеюсь, понимаете. Теперь меня просили показать, какая же будет, друзья, нагрузка на вот этот вот наш малыш. Ну и на всю остальную, в принципе, аккумуляторную технику. Вы все помните из моих обзоров вот такой вот сетевой адаптер. Давайте его включим. Так, чтобы не упал. Включаем адаптер. Он у нас показывает, друзья, 20 вольт, 0 ампер. Сейчас я опять зажму гайку. Немножко, наверное, я переставлю только
ракурс другой. Вам уже ньютоны показывать не буду. Показал раз и хватит, в принципе. А сам зажму тоже на 300 ньютон. Так, где моя головка? А вы уже хотите, друзья, верьте, хотите, не верьте. Так, жалко, шкалу не видно. Хотя давайте я вам все-таки покажу. И шкалу, может быть, вы что-то там и увидите. Итак, жму опять 300 ньютон. Есть. Контрольный. Есть. И третий раз. Опа, есть. Все, вы сами видели, 3 раза у нас зажато на 300 ньютон. Ну, а теперь пробуем открутить. Давайте обратно в этот ракурс. Вы уж извините, что я так эту камеру туда-сюда ношу, но просто очень хочется показать вам без всяких монтажей и шиномонтажей. Так, снимаем наш аккумулятор, друзья. Сняли аккумулятор, одеваем. Вот такая вот площадка. И пробуем крутить. Так, стоп, как тут показать вам? Сейчас откручу и не покажу. Так, ну вот так, я думаю, будет ток виден. Погнали. Вот ток, к сожалению, я не успел увидеть, но вам, друзья, было видно. Значит, вы все видели, что у нас 2 колесных болта не пошло. На мой взгляд, с этой приблудой наш гайковерт начал работать веселее. Но это и понятно, поскольку нас немножко обманывают с аккумуляторами. Хотя эти аккумуляторы я не тестировал. Предлагаю пойти с этой приблудой и попробовать открутить на том же колесе все те же 2 болта, которые не поддались. Ну что, вперед. Так, друзья, показываю, что все те же болты у нас не пойдут от аккумулятора. Кнопочка у нас включена влево, для тех, кто скажет вправо. А второй болт какой, я уже не помню. Наверное, этот. Этот пошел. Короче, все болты пошли, кроме одного. Как я и думал. Ха! Он теперь взял и этот болт, друзья. Эксперимент не удался. Наверное, все-таки этот болт. Все, короче, меняем аккумулятор. Да что ж ты будешь делать, заклинил. Так. Ставим, друзья, площадку. Показываю вам ток. Так, надеюсь, будет видно. Надеюсь, будет видно. И смотрим, что у нас произойдет с этим болтом. Видите? 2,2 ампера, 2,3 ампера. И шустрее намного открутил. Итак, друзья, подведем итоги по данному малышу от Камоли. Вы сами видели, как он справился с глухарем в березовую колодку. Надеюсь, вы все понимаете, что такое сухая береза. Вы также видели, как он справился и как не справился с 2 колесными болтами. Один из которых на этом же аккумуляторе позже он успешно открутил. Вот. И последний болт, который не поддавался, он вообще быстро открутил, используя сетевой, друзья, адаптер. Точно так же, как и в случае с нашей гайкой на 32, которую мы с вами зажали 300 ньютон. Друзья, единственное, я не знаю, доверять этому ключу, либо не доверять. Вижу цифру 300 и как бы приходится доверять. Но сертификата нет, акта поверки нет. Поэтому, доверяем своим глазам. И мы с вами видели, как со второй попытки, когда я зажал гайку на 32 усилием 300 ньютон, наш вот этот вот малыш, используя сетевой адаптер, с легкостью эту гайку открутил. Посему мораль сей басни такова. Для использования нашего гайковерта на 100% используем либо заведомо исправные аккумуляторы, либо эти аккумуляторы покупаем корпуса, там банки и собираем сами. И мы будем уверены, что он работает на 100%. Вот. К сожалению, о долговечности его я вам сказать не могу.
Это мы с вами будем проверять временем. Вот. Ну а для ремонта легкового автомобиля, в принципе, как бы больше и не надо. Очень легкий, удобный и компактный, что немаловажно, друзья. Поэтому ссылка в описании, переходите, смотрите. Я же хочу вам напомнить, вернее даже предупредить и напомнить, что есть 3 варианта. То есть гайковерт, это целый квадрат. Есть импакт с быстросъемом, у нас только подбитый. И есть вот такой, как у меня, гайковерт а-ля импакт. Поэтому будьте внимательны с выбором. Ну, а на сегодня я хочу с вами проститься. Вы сами все видели. Спасибо за просмотр, за то, что были со мной. Всем удачи, огромного здоровья, до новых видео и пока. Желаю, чтобы все.